Не сказать, чтобы главная на фоне прочего, но очень заметная новость для российского публичного поля – это погром телеграм-канала «База». Главный редактор канала Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова отправлены в СИЗО по делу о даче взятки в 150 тысяч рублей за покупку криминальных сводок у полицейских. Понятно, что сама «База» СМИ, не самая почтенная, скажем так. Но злорадство тут абсолютно неуместно. Да, редакция «Базы» занималась малоприятными и в российских реалиях очень опасными вещами. Но мы все еще говорим о людях, которые просто занимались медийной работой, ходили в офис. И по совершенно смехотворному делу о совершенно смехотворной взятке отправились в СИЗО, где им точно не место. Чисто по-человечески можем только посочувствовать. Поговорим об этом сегодня, об этих людях, которые там работают, и что с ними бывает, и что будет дальше. Перед тем, как начнем, как обычно, ссылка для обхода блокировок в описании, и VPN Liberty, который бесплатный на месяц. Достаточно уникальный для российского медийного рынка жанр, который зародился еще в 90-е, это, простите за грубость, мусорской таблоид. Жанр этот существовал и в нулевые, а с расцветом холдинга Арама Габрилянова, с газетой «Жизнь», а потом на Life.ru, ему были посвящены многочисленные медийные проекты в соцсетях, начиная со страниц в ЖЖ. Естественно, в мировой желтой прессе существуют отдельные авторы, журналисты, колумнисты, которые имеют всякие сомнительные отношения с силовиками. С одной стороны, их коррумпируют, выведывая непредназначенную для публикации внутреннюю информацию, вроде материалов уголовных дел. С другой стороны, служат для этих силовиков сливными бачками для компромата и аппаратных сваток. Подобная, с позволения сказать, журналистика существует везде. Уникальность российского случая заключается в том, что с годами речь шла не об отдельных журналистах, а об отдельном жанре. Причем этот жанр, мусорской таблоид, в некотором смысле неофициально легализован. Пишут статьи не какие-то анонимы, глубоко законспирированные, работающие из-за рубежа и тайно коррумпирующие отдельных силовиков. Нет, все на рынке прекрасно знают. Вот это СМИ, этот телеграм-канал ведет такая-то редакция из такого-то офиса в Москве. Что вот эти обслуживают ментов, те ФСБ, третий СК, а пятый Росгвардию. И Минобороны кто-нибудь обслуживает. Все прекрасно понимают, речь не о сливах на уровне сержантов дежурной части, что деятельность близких к силовикам телеграм-каналов, как их аккуратно называют, это большой и страшно взаимовыгодный бизнес. Телеграм-каналы типа «Базы» получают исключительный эксклюзив по каждому громкому делу. Эксклюзив, с которым никто не может конкурировать. Все имена, фотографии, видео, самые чувствительные материалы уголовных дел у них оказываются раньше, чем на столе у следователя. А ведомства, которые это сливают, получают мощнейший канал коммуникации с огромной аудиторией, получают доступ к ушам всех начальников, союзников, конкурентов, будущих жертв и так далее. Вся деятельность этих СМИ – одна большая явка с повинной. Она вопиюще незаконна, издевательски незаконна. Каждый раз, когда «База» публикует данные из материалов уголовных дел, записи с камер видеонаблюдения, все то, что может взяться только от ментов, этому нет никакого легального объяснения. При этом нужно повторить, никто не прячется. Вопиющее беззаконие происходит в одном из московских офисов, относительно в центре, на Белорусской. Им занимаются публичные СМИ. Такие издания, как «База», это такой неотъемлемый компонент нашей странной силовой византийщины. Там переплетено все. Пропаганда, коммерческие интересы, личные амбиции и перманентный взаимный каннибализм, который выражается в бесконечных сливах, производстве компромата и попытках выставить конкурента перед начальством в максимально негативном свете. Понятно, что бизнес этот смертельно опасен. Не имея за душой ничего, кроме телеграм-канальчика, бизнес этот – инструмент в руках силовиков. Участвует в их подковерных играх, мочит по их заказу тех, кого указали мочить. Это настолько нездоровый образ жизни, который никаким спортзалом не отмолишь. Понятно, что все люди, которые в бизнес, похожий на «Базу», лезут, живут на свете до первого предупреждения. А потом все. Опубликуешь что-то лишнее, крыша твоя прохудится, проиграют начальники, например, поедут сидеть. Или если просто надоешь.
Кто-то решит, что лучше найти подешевле да посвежее. Ну или третий зам в АП кулаком по столу ударит, дескать, что за херню тут развели? И все. Короче говоря, так или иначе, годом раньше или годом позже, но каждого из этих ручных зверят из Телеграма будут пожирать. Для тех, кому они служат, зверята эти, да просто никто. Их задушат и сдадут первыми при любом кипише. Это, в общем, и раньше происходило. И раньше бывали случаи, когда прикормленные медиа уходили в небытие, в какой-то момент оказавшись просто не к месту. Целые фабрики ботов исчезали. Достаточно вспомнить тандем Якименко-Потупчик. Но раньше времена были другие. Раньше поражение означало, что ты останешься неудел, и если успел накопить денег, то поедешь тратить свою пенсию в страны дальнего зарубежья, как какой-нибудь Константин Рыков. А если не успел, то пойдешь по рынку, наймешься в какое-нибудь другое сомнительное СМИ, как Антон Красовский, ну или найдешь себе нового хозяина, как не раз делал тот же Габрилянов, например. Но сейчас времена другие. Времена очень свирепые. Времена такие, что заместители министра обороны прямо в генеральском кителе уезжают на 1,5 десятка лет, а федеральные министры выносят себе мозги и по нему даже официальные слезинки не пускают. Вообще уже все забыли. Сейчас вон областные администрации в СИЗО перемещаются едва ли не полным составом. Сегодня не существует способа для безопасного публичного высказывания. Прилететь может за все и непонятно откуда. Хоть за голую вечеринку, хоть за безобидный стендап. И эти ребята все время находились в эпицентре пожирания друг друга крокодилами. Вопрос не в том, почему их в итоге сожрали. Вся эта история должна стать, не знаю, каким-то сигналом, что ли, для их коллег. Работать с людьми или в окружении людей, которые подследственных на допросах пытают, это худшая работа, которой можно вообще заняться. Это работа, которая ведет только в 2 страны. В Дубай для самых сообразительных или в тюрьму для тех, кто сообразить не успел. Теперь поговорим об истории в целом. А она простая. Вся эта система подментованных каналов существовала в параллельном правовом поле. Все прекрасно понимали то, о чем мы уже сказали. Вся их деятельность глубоко и сверх всякого предела незаконна, но дозволена. Не была бы дозволена ни в одном государстве, где ночевал закон, но у нас конкретно им такое разрешали. Публиковать в прямом эфире закрытые материалы следствия? Пожалуйста. Как и во всех подобных случаях, открытое беззаконие – это привилегия. Она от права отличается довольно простым обстоятельством. Те, кто пользуется привилегией, знают, что действуют вне закона. Те, кто их покрывает, это тоже знают. Публика это знает. Все это знают. И все знают, что все знают. В отличие от права, которое зафиксировано на бумаге, привилегию можно отозвать в любой момент. В любой момент окажется, что добыча и публикация материалов следствия, оперативных съемок, прослушек, переписок, все, чем вы в московском офисе занимались с 9 до 6 с перерывом на обед, все это вообще-то преступление так-то. Имеет ли погром базы какое-то отношение к борьбе с вообще хоть какой-то преступной практикой? Конечно, не имеет. Преступную эту практику организовало и поощряло государство. Люди, которые этим занимались, были убеждены, что играют по правилам, что их взаимодействие с силовиками в рамках понятий принятых. Они жили с силовиками по понятиям, а государство, решив свернуть им шею, внезапно включило для них закон. Причем по самому смехотворному поводу, который только можно вообразить, по взятке в 150 тысяч рублей. Да они чихнуть там в этой базе за 150 тысяч-то вообще-то не должны. И вот члены редакции вдруг один за другим уезжают в СИЗО с перспективой сесть на 12 лет. Очень сложно тут всерьез говорить о борьбе с преступной практикой, но на всякий случай скажем. Любая борьба с преступностью начинается с того, что ты объявляешь деятельность, которая открыто велась долгие годы, преступной. Неважно, что там раньше в законе было написано. Если она велась, то надо сначала объявить, что так больше нельзя. Ты говоришь, все, с сегодняшнего дня больше нельзя публиковать сливы от силовиков. Это всегда было незаконно, вопроса нет. Но нам это почему-то было нужно, и мы на это закрывали глаза. А теперь больше не будем закрывать. Теперь совсем нельзя. Отныне, кто продолжит этим заниматься, того мы будем преследовать. Так поступают государства, когда хотят прекратить преступную, но общепринятую практику. Когда же ты внезапно включаешь закон там,
где никогда его не ночевало, для одной конкретной организации, при том, что остальные подобные организации продолжают делать то же, что и делали, тогда это не сигнал о том, что так больше нельзя. Это просто расправа с проигравшими. А может и не с проигравшими вовсе, а случайно с попавшимися под руку. Чем успокаивают себя остальные, кто в непочтенном этом бизнесе публикации сливов трудится? Да и не только в этом, а вообще во всех медийных бизнесах, которые сейчас вокруг этой системы так или иначе существуют. Как и во всех подобных случаях, люди успокаивают себя тем, что не нарушают собой же придуманные воображаемые правила. Не переходят красных линий. Ничего от себя не фантазируют, никому важному на хвост не наступают, Путина не ругают, в запретные темы не лезут. Всегда соображают, что и про кого писать. Именно для таких людей, кто до сих пор трудится информационной обслугой очень опасных персонажей, история базы могла бы подсказать возможное будущее. База – самая лояльная из самых лоялистских изданий. Были разные СМИ, которые, с одной стороны, на базу похожи, а с другой удобные, чтобы приплести хоть какой-то политический мотив. Позволяли себе что-то додумывать, играть в независимость. Не будем сейчас их называть, чтобы не навлекать дополнительные кары на создателей, но эти погромные истории все помнят. С базой же никакой политики протянуть даже за уши нельзя при всем желании. Это в высшей степени лоялистское издание. Если кто-то про красные линии все себе предельно уяснил, так это они. Но реальность в том, что в ситуации, где нет ни закона, ни понятий, нет и никаких красных линий. Все они сугубо воображаемы. Если попытаться ответить на вопрос, почему же их грохнули, самый точный ответ будет такой. По какой угодно причине. Совсем не обязательно, чтобы у базы возник какой-то по-настоящему большой и страшный враг, который победил их в аппаратной схватке или их крышу. Вполне возможно, что какому-то средней руки начальнику, а может даже средней паршивости следователю из центрального аппарата понадобилась палка по коррупции на перепродаже служебной информации. Борьба со сливами всяческих данных – тема сейчас популярная. Крайне удачный момент, чтобы прищучить контору, которая уж слишком открыто доступом к служебной информации размахивает. Могло такое быть? Да легко. Людям, которые такого рода бизнесом занимаются, кажется, что они входят в элиту какую-то, в управленческую, в медийную, может даже в политическую, что они влиятельны, важны. Ведь с ними разговаривают генералы и полковники, рядовые менты спешат слить им всю информацию. Они прям вовлечены в аппаратные войны очень серьезных товарищей. Но путинская система так устроена, что случись чего, реши их раскулачить даже третий с краю капитан ради банальной палки, никто за них не заступится. Да не то, что не заступится. Вообще ничего сделать нельзя будет. Ни адвокаты не помогут, никто. Да, эти люди получают большие зарплаты, живут в красивых квартирах, общаются с важными людьми, что вселяет в них уверенность насчет устойчивости своего положения. И действительно, в нормальном обществе люди, которые занимаются разрешенным делом, получают высокие зарплаты, ходят в хороший офис в центре города, живут хорошую жизнь. У таких людей положение и правда обычно устойчивое. Но не в России. В России все это чистая иллюзия. В нашем обществе все не так. У нас всем рулят люди в погонах. А для людей в погонах такая элита – просто обслуживающий персонал, который вообще непонятно с чего разжирел. У генерала от того, что этих посадили, аппетит даже не испортится и бровь не дрогнет. Этих посадили, новых наймет. Изменится что-то только для тех, кто считал себя элитой, кому связи с силовиками казались защитой, а обернулись фабулой уголовного дела. Обычно в конце мы часто обращаемся к чиновникам, олигархам, к разным людям из системы, кто нас смотрит. И сегодня мы обратимся к тем, кто умеет на письме два слова связать и сделать так, чтобы это прочитали и посмотрели, но при этом как-то участвуют в системе. Главная и единственная сейчас задача – держаться как можно дальше от этого государства. Не от страны, а именно от государства, от людей в пиджаках и погонах, которые до самозабвения опасаются за свое будущее, которые живут мыслью, как бы сожрать сегодня, чтобы не быть сожранным завтра.
Никакие потенциальные бенефиты не стоят того, чтобы в этом аттракционе с живыми крокодилами поработать с живым кормом. Ведь из крокодилов-то, может, кто-то и выживет, но корм живым не останется точно. До завтра.